Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Юрий Малеев, и сегодня у нас отличный день, потому что вчера к нам приехали бас-гитары Solar. Я их сам ждал с осени прошлого года, когда хулиган Ола Энглунд, вот так вот говоривший нам несколько лет, что он не будет делать бас-гитары, взял и выпустил сразу 4 модели. Те 4 модели, которые как раз прошлой осенью были представлены миру, наконец-то до нас доехали. Это 2 четверочки, ольховая и ясеневая, и 2 пятиструнные бас-гитары. В целом, что еще можно было ожидать от Олы и от Solar? Конечно же, это их абсолютно такой свой, уникальный, эксклюзивный дизайн, который уже у многих именно ассоциируется с гитарами Solar. Это корпус в форме А, то, что у них вот на гитарах есть Type A, Type A, так и вот басы, они, собственно, тоже в этом стиле выполнены. То есть это такие суперстратовые корпуса с характерными скосами на рогах, с таким очень-очень удобным доступом к верхним позициям. Даже можно вот на датчике поиграть. Возможно, кому-то даже это пригодится. Я не умею. Если умеете, пишите в комментариях. Также, чего еще можно было ждать от Solar, как не реверсные головы на грифе. Это вообще сейчас достаточно большая редкость, такие головы, поэтому, конечно, это очень круто. Ну и вообще общий посыл, общий вайб такой этих инструментов у меня ассоциируется, конечно же, с метал-сценой 80-х, метал-сценой 90-х, когда бас-гитаристы там той же самой Сепультуры, Мегадев и так далее, всех этих метал-команд, да, они отошли от классического фендеровского стиля. Да, кто-то, конечно, ушел совсем в лютый экстрим, в BC Rich, вот в такие уже совсем корявые корпуса, ну а кто-то все-таки старался быть верен такому общему классическому дизайну, да, вот суперстратовому, наверное, так это можно назвать, но чуть более все-таки агрессивному, чем то, что мы видим там, у Фендера, у Гибсона. И, конечно же, эти инструменты, они в первую очередь для того, чтобы играть медиатором, для того, чтобы не поднимать их куда-то высоко. Слэп на таких гитарах вообще в принципе запрещен. То есть такая абсолютно правильная, каноничная метал-машина для того, чтобы высекать и наваливать. А теперь вкратце пробежимся по спецификациям. Что же из себя представляют вот эти вот толстострунные метал-звери от нашего шведского друга Олы Энглунда. Эти бас-гитары выпускаются в 4-струнной версии и вот в 5-струнных версиях. Корпуса. Конкретно у той модели, которую я держу в руках, корпус сделан из ольхи. Также у нас есть бас-гитара, которая сделана, на первый взгляд, из ясеня, хотя в спецификациях на сайте Solar написано, что это дерево сункай. Визуально это, конечно, абсолютно такая вот визуальная копия ясеня. По звуку, как мне показалось, она, наверное, чуть более басовита, чем привычный нам ясень или болотный ясень. К ней мы еще вернемся. Грифы у всех гитар одинаковые. Они сделаны из клена с вставками из ятобы. Здесь 5 кусков и накладка из черного дерева с, в общем-то, такой вот узнаваемой главной фишечкой гитар Solar, вот этим вот логотипом. Реверсная голова, колочки расположены все 4 в линию. Порожек на сайте не написано, из какого материала он сделан, но визуально очень похож на туск, который, в общем-то, ставится на гитары Solar, поэтому можно предположить, что здесь тоже у нас стоит верхний порожек туск, за что, конечно, отдельный респект. Туск мы все любим. Мензура у 4-струнных инструментов 34 дюйма, у 5-струнных инструментов 35 дюймов. И это тоже очень правильно, чтобы 5-я струна, особенно для любителей играть в совсем пониженных строях, например, куда-нибудь там в ля спускаться, да, чтобы 5-я струна все-таки не болталась, как бельевая веревка. Электроника. Электроника тоже у всех инструментов одинаковая. Это звукосниматели Solar Tesla. Я полагаю, что это не та Тесла, которая принадлежит Илону Маску. Может быть, кто-то из вас сталкивался с звукоснимателями Тесла, которые лет 10-15 назад можно было очень часто встретить на электрогитарах. Я вот даже играл на этих датчиках. В общем-то, достаточно неплохие датчики. И вот теперь Solar Tesla мы видим на бас-гитарах Solar. Активный преамп. Здесь двухполосный эквалайзер с бустом-срезом верха, с бустом-срезом низа. Точнее, наоборот, это низ, это верх. Ручка баланса. На своих инструментах я ее обычно всегда выкидываю, потому что я не очень люблю вот какие-то промежуточные положения, когда у тебя там 75% некового датчика и там 25% бриджевого. Существует для нормального, правильного бас-гитариста 3 положения: бриджевый, нековый
или оба звукоснимателя. Ну а для совсем правильных басистов существует только бриджевый сингл. Ну, естественно, ручка громкости, никаких отключений преампа здесь нет, то есть села батарейка, все, пока, до свидания. Бридж здесь фиксированный, достаточно такая мощная станина, судя по всему, она выполнена из латуни, ну, по крайней мере, по ощущениям, по звуку это латунька. Седла, насколько я могу судить, тоже... нет, седла, похоже, стальные. Ну, в общем-то, такие же бриджи можно увидеть на огромном количестве инструментов, которые выпускаются в Индонезии, там, на тех же самых шекторах, вот такие бриджи ставятся. Неплохие бриджи, удобные, с возможностью быстрой замены струн, то есть когда для того, чтобы поменять струну, не надо ее полностью протаскивать через отверстие на бридже. Ну да, о чем я еще забыл сказать. Гриф. Гриф прикручен на болтах. 6 болтов, ну, площадь крепления грифа с корпусом достаточно большая, что тоже очень, наверное, правильно для того, чтобы инструмент имел хорошую атаку и в то же время не терял сустейн за счет болченой конструкции грифа. Ну и я, как человек, у которого все бас-гитары на данный момент, ну и вообще в свою жизнь я на огромном количестве бас-гитар играл с активной электроникой, отдельно хочу сказать респект за абсолютно правильный контейнер для батарейки. На самом деле такие контейнеры, они стоят копейки, и ничего сложного нет для производителя поставить. Вот что-то подобное. То есть здесь у нас батарейка, она просто вставляется. То есть там нет никаких проводов, там не надо доставать батарейку, отцеплять от провода, боясь, что ты там что-нибудь откуда-нибудь оторвешь. Нет, открываешь просто контейнер и достаешь отсюда батарейку. Очень удобно, очень быстро, очень легко, очень правильно. Спасибо, Ола. Ну и пока я не начал играть, сразу предлагаю посмотреть на еще остальные инструменты, которые к нам приехали. У нас приехала в таком же цвете пятерочка. В принципе, здесь все то же самое, как я уже сказал. Да, ольховая тушка, клен с ятобой, гриф с накладкой из черного дерева, хамбакеры Тесла, активный преамп. За исключением одного, в силу того, что это пятиструнный инструмент, здесь уже мензура 35 дюймов. Если вы никогда не играли на 35-дюймовых инструментах, то, наверное, придется потратить какое-то время для того, чтобы привыкнуть. Ну, по крайней мере, сразу сходу сыграть Master of Puppets, например, основной риф из вступления, получается не сразу у всех. Но привыкнуть можно, а, конечно, плюс от того, что пятая струна натянута чуть-чуть сильнее, плюсов гораздо больше от этого. Такой прям качественный профит. Ну и точно такая же у нас есть пятерочка вот в таком вот цвете. Он такой коричнево-красный, тоже с прозрачным лаком. Уже запылилось. Точно такой же инструмент, собственно, как и вот коричневая. И самая, наверное, самая метальная в плане внешнего вида, она даже должна сливаться с моей футболкой. Четверка вот как раз с корпусом из вот этого самого дерева сункай. Текстура очень сильно напоминает ясень. Цвет черный матовый с вот этими вот порами, которые не загрунтованы, они ощущаются тактильно, это очень прикольно. Вот есть у такого вот черного, густого черного матового цвета один очень правильный плюс. Если вы много играете и агрессивно играете медиатором, то вы тут же начнете медиатором царапать вот эту вот область, и будет видно, что вы настоящий рокер, и вы беспощадно относитесь к своему инструменту. Все во имя Роцка и металла. Ну и предлагаю немножечко послушать, что из себя представляют эти инструменты. Мне тоже будет очень интересно, потому что на самом деле я со вчерашнего дня не имел возможности на них так плотненько поиграть, услышать, почувствовать, что же это такое. Басы Solar. Так, ну для начала, естественно, сразу ставим все в нули. Эквалайзер по нулям, 2 датчика. Такой абсолютно серединистый звук. Я очень люблю инструменты с таким звуком. Вот в этом звуке есть одна очень правильная особенность. Он ровный. То есть, в принципе... То есть все нотки, если мы берем даже аккорд, они ровно слышны, то есть аккорд, вот он такой, он собранный, он плотный, ни одна из струн не торчит, и это очень правильно, но самое главное, что у него нет, наверное, чего-то такого вот супер вот харизматичного, супер уникального, что присуще, например, Precision басам, что присуще практически всем Ворвикам. Почему мне это нравится? Потому что этот звук, он максимально универсален, то есть с помощью обработки его можно, ну, просто вот
смещать в любую из стилистик. То есть нужен еще более серединистый звук, пожалуйста, нужен подгруженный звук, пожалуйста, а нужно что-то такое в сторону все-таки пресижно, тоже, пожалуйста. Это очень удобно, особенно если учесть, что в металле существует куча разных направлений, да, есть все-таки какой-нибудь там doom metal, есть что-то такое не супер быстрое, где важен такой прям плотный, жирный бас, или есть, например, какие-то суперскоростные разновидности металла, там, ну, начиная с олдскульного трэш-металла, где очень важна читаемость и вот эта вот сухость, и, конечно, такие инструменты, они очень-очень классно будут в этих жанрах лежать, но можно даже попробовать поэкспериментировать с настройками встроенного преампа. Ну, например, если вы не играете что-то супер такое скоростное, да, но хочется такой немножечко все-таки вот этой вот оттенка такого пресижности, фендеровости получить, фендеровой пресижности получить, то... Ну и сейчас я совершу такое маленькое преступление, я поиграю пальцами. В силу того, что днековый датчик все-таки это хамбакер, он немножечко глуховат, чем привычный Precision, поэтому можно смело добавить вверх, притом не стесняться и добавлять его на полную. Ну, что-то такое можно получить немножечко винтажное. Если вы, конечно же, любитель прям очень-очень много нот играть с большой скоростью, то можно включить бриджевый датчик. Очень сухо звучит. Если не хватает низа, опять же, спасет встроенный преамп. Если у вас нету каких-нибудь педалек, то можно даже обойтись тем, что есть на борту инструмента. Запас по низу достаточно большой, даже немножечко подгружает. Да, нормально. Ну, я, конечно, сторонник изначально ставить обе ручки преампа посередине, в нулях, ну, и играть обычно на двух датчиках в параллели, потому что мне нравится чуть-чуть вот эта вот проваленная серединка, в то же время с достаточно умеренной читаемостью за счет того, что все-таки у нас бриджевый датчик включен. Ох, вот они, знакомые до боли, в прямом смысле слова боль. 35 дюймов мензуры. Да, определенно мне нравится пятая струна. 35 дюймов решают, я об этом не перестану говорить. Особенно на таких инструментах. Особенно если вы любите даже не си, а, например, куда-нибудь пониже. Ну вот все вот эти вот джентовые истории. В целом, конечно, инструмент тактильно ощущается точно так же. Профиль грифа почти такой же, да, он чуть-чуть шире, но если, например, у вас два инструмента Solar, 4- и 5-струнные басы, то
Когда вы их меняете, вам не надо перепривыкать к профилю. Профиль очень похожий, ну да, за исключением того, что, конечно, на пятерке гриф будет чуть-чуть шире. Очень приятный клен, радиальный распильчик, очень светлый, ровный, приятный. Люблю такие распилы, люблю такие светлые грифы. Это ж вам не страт, чтобы быть сжженным кленом. Ну и предлагаю напоследок послушать четверочку из вот этого вот того самого ясеня индонезийского, который, ну это, я его так называю, ясень индонезийский, а на самом деле непонятно, насколько он ясень. Хотя визуально, конечно, да. Такой прям ясень. Я вот болтал и менял батарейку. И теперь все знают, что у меня на все инструменты одна батарейка. Слышно, наверное, да? Она еще там это... Она странная. В отличие от ольхового инструмента, у меня такое ощущение, что эта деревяшечка звучит чуть-чуть помягче, чуть-чуть побасовитее. Это, конечно, может быть такое субъективное, но, тем не менее, вот что-то есть. Поэтому я, конечно, в первую очередь и во вторую, и каждый раз буду повторять, что все инструменты, они уникальные, они особенные. И, конечно, выбирать лучше всего инструмент своими руками и своими, конечно же, ушами. Ну, визуальная составляющая тоже имеет место, потому что если бы я выбирал по картинке, то, конечно, вот этот инструмент, он определенно был бы у меня в фаворите, просто вот из-за этого невероятно классного черного цвета с открытыми порами. По звуку, конечно, да, наверное, мой фаворит — это вот эта вот четверочка из ольхи, прям серединистый, такой правильный, прям Мегадет поиграть, Сепультурку поиграть, вот прям вот это вот все. Что я обязательно хочу сказать? Я очень давно ждал вот что-то подобное среди современных производителей гитары, бас-гитар, потому что, как мы видим, да, все ибанезы, да, они вот сместились в эту модерновую историю, у них очень мало вот таких олдскульных метал-гитар, ну, про большинство брендов, да, вот такого уже формата, даже посмотрите на новые инструменты Jackson, они клевые, да, вообще вопросов никаких нет, и даже у них есть интересные модели с прямой отсылкой к Рикенбекеру, но, опять же, есть вот это вот современная такая вот мягкий дизайн, мягкие формы, такие все сглаженные углы, либо что-то такое олдовое. А вот чего-то такого экстремального, острого, чтобы вот острые грани, чтобы все-таки, ну, не совсем корявый дизайн, да, вот этот вот суперстратовый дизайн корпуса, в то же время реверсная голова, вот этого вот сейчас очень сильно не хватало. Ну, по крайней мере, не хватало в последнее время, и я, конечно, очень-очень сильно респектую ребятам из Solar и лично Оле за то, что он отважился, несмотря на то, что он не басист, взять и начать выпускать вот такие вот гитары, потому что, ну, блин, а что делать чувакам, которые играют трэшничок, блэкуху, дэд, и они не хотят играть на инструментах либо супермодернового дизайна, либо классических. Им же нужно что-то. Вот у гитаристов этого всего навалом по сей день, а у басистов нет. Как я всегда говорил, басисты — самая ущемленная категория музыкантов. И, в общем-то, теперь это ущемление стало чуть-чуть меньше. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого вот дизайна. Кому вообще нравятся вот такие вот инструменты,
вот этот вот металл 80-х, 90-х, чтобы вот только медиатором, только на вытянутую руку, только агрессивно и желательно с перегрузом. Мы обязательно комментарии почитаем, можем пообщаться в комментах. Пишите обязательно, а также не забывайте подписываться на канал Мир Музыки, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока. Толстострунные метал-звери от нашего шведского друга Олы Инглунда. Кстати, у него в сентябре день рождения. Если вдруг сейчас сентябрь, и у него еще не было дня рождения, то не забудьте его поздравить. А если сейчас уже октябрь, ноябрь, то просто знайте это.